30 января 1979 года авиалайнер Boeing 707-300 авиакомпании Varig выполнял грузовой рейс 967 по маршруту Токио, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро. На борту лайнера находились 6 членов экипажа. Боингу 707 предстояло перевезти необычный груз – 153 картины известного японско-бразильского художника Манабу Мабе общей оценочной стоимостью в 1 миллион 240 тысяч долларов. Также, по некоторым данным, в самолет был загружен промышленный груз, из-за чего взлетная масса оказалась близка к максимальной – 151 тонне. Полет до Лос-Анджелеса имел протяженность 8773 километра, после чего предстояла дозаправка и смена экипажа. В Токио в это время стоял туман, а небо покрывали облака. Но экипаж принял решение о взлете. В 20 часов 23 минуты рейс 967 вылетел из Токио, а через 22 минуты командир доложил, что полет проходит в нормальном режиме. Следующий сеанс связи должен был состояться в 21 час 23 минуты. Однако в назначенное время экипаж на связь уже не вышел и на многократные вызовы авиадиспетчера не отвечал. После часа безуспешных попыток установить связь с рейсом 967, диспетчер дал сигнал тревоги. После объявления сигнала тревоги были начаты поиски самолета, но из-за наступления темноты их вскоре прервали на 12 часов. Утром 31 января поисковые работы возобновились. Всего было задействовано порядка 70 судов Японии и США, а поисковые работы велись в течение 8 дней. Но никаких следов авиалайнера не было обнаружено. Не было найдено даже масляных пятен от авиатоплива или каких-нибудь плавающих обломков. В истории гражданской авиации этот случай считается одним из самых загадочных. Хотя и ранее были случаи, когда самолеты исчезали, но, как правило, либо их обломки впоследствии находили, либо экипаж успевал предупредить о нештатной ситуации. Редкая особенность данного происшествия заключается также в том, что командир Жильберту Араужо де Сильва участвовал в 2 авиакатастрофах. По данному происшествию существуют различные версии того, что могло произойти с рейсом 967. Первой версией считается, что произошла медленная разгерметизация самолета, в результате чего экипаж потерял сознание. Находясь под управлением автопилота, Боинг продолжал полет по заданным направлениям, пока после выработки авиатоплива не упал ориентировочно где-то на территории Аляски, на большом удалении от районов поиска, а потому не был обнаружен. По аналогии с катастрофой кипрского Боинга 737 в 2005 году, эта версия является самой популярной на сегодняшний день. Вторая версия, что произошла атака коллекционеров, охотившихся за картинами Манабу Мабе, но против этой версии говорит тот факт, что за все время с момента исчезновения лайнера ни одна из украденных картин не всплыла в чьей-либо коллекции. Третьей версией считается, что самолет по каким-то причинам из-за навигационной ошибки, либо по принуждению, оказался над советской территорией, где был сбит, либо совершил аварийную посадку. При этом экипаж погиб или был убит. По аналогии с южнокорейским Боингом 707 за год до этого происшествия. Четвертой версией считается, что Боинг был преднамеренно сбит в нейтральных водах советскими истребителями, так как предположительно перевозил либо части МиГ-25, который в 1976 году перегнал в Японию советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, либо коды советской системы «Свой-чужой». При этом необходимо отметить тот факт, что угнанный МиГ-25 был возвращен в СССР в том же 1976 году. Несмотря на обширные поиски, не удалось найти никаких следов самолета, либо признаков его падения. Этот инцидент считается одним из самых загадочных случаев в истории авиации. Смотрите также. 18 июля 1981 года транспортный самолет CL-44 авиакомпании Transporte Aéreo Reaplaytons, Аргентина,
возвращавшийся из транспортного рейса по маршруту Тель-Авив-Тегеран, вторгся в воздушное пространство СССР, после чего был в небо поднят перехватчик для уничтожения цели. Но это уже совсем другая история. Друзья, если вы хотите помочь улучшить наш контент, подпишитесь на канал и поставьте лайк.